Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Сразу спешу предупредить, что сегодняшняя серия абсолютно нестандартная, непривычная для нашего зрителя, для вас. Серия такая своеобразная патриотического плана. Также речь пойдет чуть-чуть о наших планах, об обстановке в гараже. Также расскажу вам немного про ЗИЛ. Одним словом, серия развлекательно-информационного характера, поэтому обязательно присаживайтесь поудобнее, заварите чаек, нарежьте колбаски, печенюшки. Приятного просмотра. Некоторые из вас заметили, что 27 мая ровно 10 лет с момента выпуска первого видео на нашем канале. Для меня это важное событие, ведь это 10 лет труда не только для себя, но и в том числе для вас, моих зрителей. Сейчас уже нас почти 700 тысяч, это прям не супер такой показатель, но я считаю, что это огромное достижение для меня. Огромное спасибо каждому, кто подписался на наш канал, а также отдельное спасибо всем, кто с нами с самого начала. Кто-то там с 1000 подписчиков, кто-то с 10 тысяч. Всем вам огромное спасибо от души. Также в сегодняшнем видео я хотел бы с вами поделиться своими хотелками, в том числе по технике, которую я бы себе хотел. Вы знаете, что я постоянно ищу проекты, и покупка проектов в основном происходит очень быстро. Решение принимается быстро, и вот мы уже летим куда-то смотреть или что-то покупать. Одним из проектов, которые я очень себе хочу на канал, это Кировец. Трактор, который я хотел бы, чтобы остался. Такой трактор я присматриваю. И, кстати, это первый трактор, на котором я рулил. Это Юрий отец когда-то работал на таком тракторе, и он мне дал порулить, и я до сих пор помню, на каком участке поля это было. Поэтому вот недавно даже продавался такой Кировец, был на осмотре, он был на аукционе недалеко от нас, буквально в 30 километрах, это было в апреле. Естественно, я поехал его смотреть, было, правда, очень снежно, дорога, по которой я прорывался туда, была заметена очень сильно, чуть прорвался на патруле. Мы уже подъезжаем на место, здесь такая дорога, блин, чуть ли не барханы какие-то снежные, пробиваться нужно. Не совсем мне понятно, правильно ли я, бляха, еду, ёптать нехай. Стоят, патрол, давай. Здесь тоже какие-то переметы, блин. Хорошо, что я на патруле, да? Да ну нафиг. Ну и когда посмотрел, понял, что там много проблем, в том числе и вроде бы проблемы были небольшие с двигателем, со слов бывшего тракториста, который работал на нем. Поэтому я все-таки взвесил все и принял решение, что пока что поищем другой вариант, ну более подходящий для нас, который будет нас лучше радовать, который будет в лучшем состоянии, который будет ровненький, аккуратный, который не надо ремонтировать. Вот, потому что этот тракторист сказал, что там вроде бы даже масло выгоняло из мотора под нагрузкой. Ну, это, знаете, такое себе. Вот, поэтому Кировец я очень сильно хочу. Мне даже было бы интересно, если к нам, вот как АТС у нас стоит, приезжают подписчики, зрители наши, прыгнули, прокатил. Всем приятно. Я уверен, что люди кайфуют от этого. Точно так же и Кировец, который ты садишься, у тебя впереди только капот, ты больше ничего не видишь. Я не знаю, как люди работают на этих тракторах. Ну, наверное, привыкают. Но им респект огромный, потому что техника железная и, ну, страшная техника, однозначно. Вот, но очень хочется такой трактор к нам на канал. Вот, однажды я его куплю, однажды, я в этом уверен. Еще один не менее интересный проект. Это Volvo VNL. Это тоже машина, которую я хотел бы вернуть к жизни. Возможно, покататься на ней. Это более стрёмная покупка, конечно же, нежели чем Кировец, потому что такие машины должны работать. И изначально очень дорогая машина к покупке, но классная. Я знаю, что она не такая комфортная, как обычные европейские грузовики, как наша Volvo в том числе, но она смотрится очень круто. И такой вот вариант был у нас на осмотре, в продаже он появился, я сразу же полетел посмотреть, что и как. И в каком она состоянии. Мне она очень понравилась. В неплохом состоянии кузов. Мотор запустился без проблем. Хотя Cummins, моторы эти у них считаются не особо надежные. Очень нежные, много датчиков установлено на нем, которые периодически глючат. Но
Это машина мечты, на которую ты смотришь, вот на эту технику, и ты готов закрывать глаза на многие вещи, которые для обычного человека прям красный флаг. 12 вольт, да? Сейчас показывает. Ну что, заводим, нейтралка? Именно поэтому я и выкинул Ханамага на продажу, но никто его, к сожалению, не купил. Поэтому, к сожалению, пока что не могу себе позволить такой дорогой проект, как Volvo VNL. А также, как вы уже знаете, я продал Zilloman. Много кто из вас в комментариях писал, что это плохая идея, что это машина нашего канала. Я все это прекрасно понимаю. Кому как не мне знать, чего стоило эту машину построить и как эта машина едет, какие эмоции дарит. Это очень опасно было. Давай газкуй, пошел. Газкуй, пошел. Но нужно двигаться дальше, друзья. И как вы знаете, он стоял уже долго, поэтому я решил продать его. Zilloman отправился в очень хорошие руки, я за него абсолютно не переживаю. Человек, который купил, я уверен, будет кайфовать от этой машины, немножко поделает что-то для себя. И я думаю, он будет еще долго радовать Мишу, нашего зрителя, этот уникальнейший ЗИЛ. Также я продал наш прицеп Трал и сейчас веду переговоры с продавцом одного очень интересного аппарата. Вообще не могу вам ничего сказать, поскольку конкуренты не дремлят и пока что открывать все карты вам, к сожалению, не могу. Но искренне надеюсь, что это приобретение, если оно, конечно же, будет и у нас все получится, то это будет очень крутой подарок для меня на десятилетие канала, а также для канала Custom Truck одно из достижений нашей десятилетней работы. Этот аппарат будет нас радовать и будет своеобразным подарком не только для меня, но и для канала, как символ десятилетней работы и символ десятилетнего достижения канала. Надеюсь, я очень сильно вас заинтриговал, но на самом деле для меня это тачка, которую я ждал, мечтал о ней очень много лет, и надеюсь, все получится, и мы скоро ее выхватим. Надеюсь. Еще хотел вам рассказать про мероприятие, на котором я побывал 10 мая. Это Ретро Минск 2025. Огромное спасибо Руслану за приглашение. Я сидел в гараже и в один прекрасный момент просто достаточно оперативно сорвался и поехал в Минск. Я очень люблю Минск, но вам, друзья, если вдруг вы не были в Минске, то советую съездить. Да и в целом посетить красивую нашу страну Беларусь. Я уверен, что вы кайфанете от души. Ну а сейчас предлагаю вам переместиться в Минск и потом еще чуть попозже расскажу подробнее про Зилка. Друзья, надоела движуха гаражная. Наконец-то мы вырвались куда-то на улицу. Мы находимся в городе Минске. Здесь сегодня происходит очень классное мероприятие. Это Ретро Минск 2025. Оно проводится каждый год. И на этом мероприятии собираются фанаты, любители и люди, которые неравнодушны к технике олдтаймерской всех времен и народов, независимо от марки производства, но люди, которые любят
технику, которая прошла сквозь года. Позади меня огромная выставка, порядка 100 автомобилей, я так понимаю, представлена, очень разнообразная, с разными двигателями, с разной степенью реставрации, но все в основном очень-очень хороши. Стараются люди содержать эти машины в хорошем состоянии, смотрят, и огромная им благодарность за то, что сохраняют эти автомобили, за то, что следят за этими автомобилями, а самое главное, за то, что дают возможность нам насладиться, посмотреть на них и потрогать вживую, как говорится, и даже прокатиться и посмотреть, как эти машины едут, как работают двигатели вообще. Настоятельно рекомендую побывать в Минске, посмотреть в целом на город, побывать в Беларуси. Все, кто приезжает сюда, к нам в Беларусь-Горки, остаются с только положительными эмоциями и стараются возвращаться обратно. Мы с вами находимся, ну, можно сказать, даже в центре, возле Национальной библиотеки. Вот, и это место, оно прям завораживает своей красотой. И, соответственно, атмосфера тоже очень предполагает к тому, чтобы сюда приехать. Это лишь одно из тех многочисленных мест в Беларуси, которые стоит посетить в Минске. Вот, ну а мы таким образом сразу же, как говорится, убиваем двух зайцев и кайфуем от Минска, и отдыхаем, и наслаждаемся интересной выставкой ретро-техники. Ну что ж, сейчас я вам покажу, что здесь есть сегодня на этой выставке. Посмотрите, покайфуйте, ну а мы же тоже вместе с вами посмотрим еще раз на эти интересные машины. Мы здесь долго не будем, но такое своеобразное отвлечение от гаражной движухи, я думаю, всегда на пользу.
Дальше кортеж из ретро-автомобилей отправился покататься там по городу Минску и остановился на Октябрьской площади, где у людей, интересующихся данной тематикой, была возможность еще там полазить по этим автомобилям. Ну, а мы же отправились дальше по своим делам. Мне нужно было еще оплатить резину, которую мы привезли уже, которая у нас на базе, а также забрать материал для обшивки салона Volvo. Какие-то там еще запчасти я уже, если честно, не помню. Но это не самое главное. Теперь по ЗИЛу. Хотел бы рассказать вам, что разобрал двигатель, вынул гильзы. Видео с ЗИЛ выйдет уже вот в это воскресенье. Ну и там посмотрите, что было и как. Одним словом, не зря, что я разобрал. Все равно это бы не работало, если бы просто собрали обратно. Думаю, серия достаточно интересна. Обязательно не забудьте посмотреть. А также у меня к вам маленькая просьба. Если вдруг у кого-то есть возможность найти и выслать, купить шатунные вкладыши для нашего двигателя ЗИЛ 645, либо у вас есть дома лежат вкладыши, то буду очень сильно признателен. Не забывайте, что у нас двигатель ЗИЛ 645. Я не знаю, возможно, вкладыши подходят еще от других моделей ЗИЛ, но очень сомневаюсь. Не нашел я такой информации. Но вдруг у вас есть информация такая, то вы обязательно поделитесь. Буду признателен. Вот, у нас не ЗИЛ 130, у нас не КАМАЗ, у нас ЗИЛ. Двигатель так и называется, ЗИЛ 645. Так что буду признателен. На Авито есть объявление, но там ремонтные вкладыши есть, ремонтные 0,5, 0,25 и так далее. Но нам нужен стандарт. Хотя многие мне пишут, что вкладыши желательно оставить родные, поскольку запчасти, которые можно купить, они ужасного качества. Поэтому тоже сомневаюсь, стоит ли менять, но будем смотреть по обстановке. Но на сегодня, друзья, это все. Огромное вам спасибо за просмотр нестандартной серии, как я уже вначале говорил. Хотелось бы, и в таком формате тоже с вами поговорить. Всем от души спасибо, что досмотрели до конца. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всего самого-самого наилучшего. Ну и всем пока. Увидимся в воскресенье.